Друзья, всем привет. Ну что, Клод Код убил N8N? Ну, конечно, нет. Я думаю, многие из нас уже встречали популярные видео на YouTube, как с помощью Claude Code или Antigravity люди воссоздают автоматизации, которые у них были на N8N с помощью Claude Code или Antigravity, других инструментов, тратят на это буквально секунды, вместо часов, как раньше. Но на самом деле здесь, естественно, очень много преувеличений, недоговорок, нюансов. И к концу видео мы немножечко разберемся в этом вопросе. Потому что, как и в любом вопросе в нашей жизни, мне кажется, не стоит никогда уходить к совершенным крайностям, занимать стопроцентно радикальной точки зрения. Нужно отслеживать сильные и слабые стороны каждой точки зрения, анализировать их, иметь их в виду и выбирать некоторый средний путь, который использует сильные стороны и нивелирует слабые стороны. Если объяснять простыми словами, то, по сути, мы подошли к развилке, которая заставляет нас разобраться, что такое AI-автоматизации, которые мы до этого строили постоянно, и агентские workflows, которые сейчас все строят налево и направо. Естественно, тут никакой четкой терминологии нет, но то, чем мы занимались, когда строили себе автоматизации на N8N, на Zapier, на Make, на остальных инструментах для e-автоматизаций. Мы, по сути, строили с вами приложения, у которых есть инструменты, есть ресурсы, есть данные, с которыми они работают. То есть мы определяли то, чем приложение пользуется, какие возможности у него есть, что делать с данными, которые оно получает или обрабатывает. И на вход посылали входящие данные, которые обрабатывались согласно этим правилам. Агентские workflow работают концептуально иначе. Это действительно следующий очень мощный уровень развития e-автоматизаций. По сути, агентские workflow обладают набором скриптов, они умеют исполнять код, выполнять команды в терминале, умеют пользоваться огромным количеством библиотек, которые человечество написало за все это время, устанавливать новые библиотеки, удалять старые библиотеки. И, по сути, пользователь просто прописывает инструкции, которые как раз определяют, какие библиотеки могут понадобиться, инструктируют установить, если чего-то нет, какие скрипты должны выполняться, в какой последовательности. То есть, если упрощать максимально, то AI-автоматизации выполняют только то, чему мы их научили, а вот агентские workflows могут выполнить абсолютно все, до чего додумается сама нейронка, и наша задача — усекать ее вариативность и креативность. Как вы понимаете, это концептуально разные вещи. И давайте посмотрим, каким образом мы можем брать лучшее от первого и второго миров. Я думаю, мало кто будет спорить, что N8N дико хорош в своих интеграциях, в аутентификации, то есть его способность получать данные, отдавать данные в огромнейшее количество инструментов просто крышесносная и работает на очень хорошем уровне. Возможность быстро строить в визуальном редакторе простые автоматизации, быстро добиваться понятных результатов. Ну и, наверное, самое важное, то, о чем мы не думаем, когда говорим про агентские workflows, если наши познания в разработке еще пока скромны, то N8N дает прекрасное логирование выполнения своих операций таким образом, что мы даже визуально можем быстро найти, что где произошло не так, поправить автоматизацию, быстро выкатить новую версию. Ну и, наверное, самая базовая, крутейшая вещь, которая N8N дает нам делать очень быстро, это выкатывание нашей автоматизации на публику, деплой на серверы, что становится реальной проблемой при низких знаниях программирования, если мы хотим выкатить куда-нибудь наши агентские workflows. Давайте посмотрим на реальный пример. Допустим, у вас есть Telegram-бот, туда постоянно падают входящие запросы. Например, люди спрашивают про размещение рекламы на вашем канале, либо спрашивают что-то про конкретные материалы. Вы хотите быстро принимать все эти запросы, но не отвечать моментально, а делать какую-то сложную аналитику. Допустим, вы хотите делать какие-то манипуляции, складывать все запросы за день в определенное место, анализировать, о чем люди просят, уже в ответ формировать персонализированные сообщения, возможно, формировать какие-то PDF-файлы, персонализированные файлы, чтобы они уходили конкретным людям, которые оставляли входящие сообщения. Так вот, если вы хотя бы немного разбираетесь в N8N, то сделать автоматизацию, которая принимает входящие сообщения, входящие данные практически из любого канала, из которых, в принципе, можно принять входящие сообщения, например, даже транскрибировать, если это голос, и сложить в заданный каталог все эти файлы или входящие сообщения, то вот такая автоматизация у вас займет 10 минут. А дальше вся сложная аналитика с генерацией PDF-файлов, возможно, других материалов, с генерацией таблиц, прочим, в N8N у вас может занять еще дополнительных пару часов. Но вот сочетание как раз двух миров AI-автоматизации и агентских workflows позволяют все очень сложные манипуляции и задачи
задачи выполнять с помощью нейронки на какой-то локальной машине. Как вы помните, в этом случае нейронка вообще ничем не ограничена, только нашими правилами, которые должны быть ей соблюдены. И, соответственно, мы сможем просить нейронку выполнять задачу до тех пор, пока она не будет выполнена, используя все доступные инструменты, о которых она только может подумать. Давайте сразу посмотрим, как автоматизация работает. Я запускаю выполнение, перехожу в свой телеграм-канал. Привет, у меня компания по разработке программного обеспечения. Хочу узнать, можно ли у вас разместиться на канале, сколько стоит. Меня интересует 30-60 секунд где-то в середине ролика. Спасибо. Отправляю. Вижу, как обрабатывает моя автоматизация голосовое сообщение и сохраняет файл прямо на мой диск. Иду в свой инбокс, вижу файл текстовый, открываю его и вижу, что вот мое сообщение. Привет, у меня компания по разработке программного обеспечения. Хочу узнать, можно ли у вас разместиться на канале, сколько стоит. То есть, как вы видите, автоматизация мега простая. Ее задача банальная — собирать все входящие сообщения за день, складывать мне на диск для последующего анализа. Давайте вкратце, из чего оно состоит. Тут есть свитчер, который определяет, это голосовое сообщение или текстовое. Если голосовое сообщение, то скачивает файл с аудиосообщением, транскрибирует его с помощью нейронки. Дальше совмещает вместе само сообщение и ID-шку Telegram пользователя, который мне прислал сообщение. Дальше конвертирует это все вместе в файл и сохраняет мне на диск в заданную папку. Такую автоматизацию мы можем построить за 5-10 минут, и дальше мы можем переходить к нашему агентскому workflows. В этот раз мы будем работать в Claude Code, но принципы одни и те же. Если вы работаете в Antigravity или в Cursor, Gemini CLI, то принципы будут сохраняться. Мы с вами себе открываем Visual Studio Code, запускаем терминал и добавляем наш инбокс, с которым мы работаем весь день, в который N8N складывает все сообщения. Вот мы видим сообщения, которые прилетели нам за весь день. И моя идея такая. Я хочу, чтобы нейронка анализировала все входящие сообщения, потом формировала мне таблицу. Я хочу, чтобы это была таблица, состоящая из 3 столбцов: ID пользователя, который мне писал, ответное сообщение, которое я буду отсылать в зависимости от его сообщения, которое он мне прислал, и абсолютный файл на PDF, на MediaKit, который подстроен под этого конкретного пользователя, и хочу, чтобы это все делалось буквально по одной команде. Поэтому мы в терминале пишем Claude, нажимаю слэш и вижу, что у меня есть самая первая команда, которая называется Review Messages. Это кастомная команда, которая создана конкретно мной. Давайте ее внимательно отсмотрим. Кстати, друзья, все автоматизации на N8N, которые мы создаем в рамках YouTube, я в конце видео скачиваю и кладу в свою бесплатную Telegram-группу. Вы открываете эту группу, ищете релевантное видео, которое вам понравилось, и под этим видео находите шаблон N8N, вы его скачиваете, открываете свой N8N и через эти самые 3 точки нажимаете Import from File, загружаете этот файл, и у вас автоматизация открывается, и вы можете с ней продолжать экспериментировать. Но если вы только стартуете в N8N, то обязательно залетайте в про-группу. У нас там есть крутейший мастер-класс по N8N, который вообще очень быстро вас введет во все основы. И здесь же в этой про-группе у нас на следующей неделе начинает выходить крутейший мастер-класс по Claude Code, который вообще крышесносный. Поэтому если залететь до его выхода, то можно зафиксировать условия входа, которые есть сейчас. Так что обязательно чекайте про-группу тоже. Ну что, я возвращаюсь в свой Claude Code и к своей команде. Все команды в Claude Code хранятся в папочке Claude, команды. И команды могут состоять как из описательной части, так и из конкретных скриптов, которые будут выполняться. Это дает существенную экономию нам в токенах, в использовании нейронки. Давайте откроем эту команду. Я специально ее создал сейчас на русском языке, чтобы было понятней. Эта команда сканирует инбокс, парсит все сообщения, генерирует ответы, создает медиакиты, включая генерацию PDF, а потом все это вместе еще собирает в единый CSV файл. Здесь написано, где брать данные для медиакита, то есть какая статистика нашего канала. Прописано, какие должны быть запущены скрипты, переведены примеры, логика генерации ответов, ну и сама структура медиакита. Здесь будет упрощенный медиакит, но самое главное, что рядом лежит скрипт, который будет выполняться этой нейронкой, когда команда будет запрошена, и вы можете увидеть, что здесь в скрипте прописана установка всех необходимых зависимостей, ресурсов, которые нам могут понадобиться для того, чтобы сформировать конкретную CSV и конкретный PDF-документ. То есть здесь вы должны понимать ключевую разницу между использованием автоматизации и агентских workflow. Когда я попрошу выполнить вот эту команду у нейронки, она проследует моей команде, выполнит все скрипты. Но если, например, какой-то скрипт не выполнится, или прилетит ответ из терминала, что какой-то библиотеки нету, Python не установлен, какого-то окружения нет, то нейронка попробует решить эти проблемы сама, доустановить все, чего ей не хватает, естественно, спрашивая нашего разрешения, и будет пытаться выполнить мою задачу всеми доступными способами, итерировать несколько раз, а нам останется только за этим наблюдать.
Итак, я запускаю свою команду Review Messages, и давайте смотреть, что происходит. Да, она загрузила нужный скилл, нашла всю документацию, пробует выполнять команды. Посмотрите на это, она сталкивается с ошибкой, после этого предпринимает новые попытки, устанавливает зависимости, добивается результата, видит, что библиотека для анализа и создания PDF-ок уже установлена, продолжает выполнение команды и завершает, говорит, ваш CSV-файл уже создан. Теперь нам остается открыть наш инбокс, пролистать вниз, увидеть релевантный CSV-файл, открыть его, увидеть, что тут ровно то, о чем мы просили, все ID-шки, которые нам писали, все сообщения, которые мы будем отсылать, и даже созданные PDF-ки, которые соответствуют этим обращениям. Они лежат здесь, папочка Brand, Media Kits. Мы видим огромное количество PDF-файлов, открываем рандомный, видим упрощенный Media Kit. Здесь уже есть ID партнера, который нам пишет, расписывает прайсинг, статистику канала, то есть создает материалы уже непосредственно в PDF-файлах, которые мы можем отсылать куда угодно. И, конечно же, здесь мы подходим к базовому вопросу, который наверняка возник у вас в голове. Вы можете сказать, но ведь получение сообщений с Телеграма мы можем написать прямо здесь, прямо в Cloud Code, то есть собрать приложение. Или же наоборот, мы можем в N8N сделать обработку всех текстовых сообщений, формирование PDF-файлов, формирование CSV-файлов, сохранение их на диск, сортировка. И я скажу, да, можно было сделать все в N8N, либо в Cloud Code. Но в данном кейсе мы сделали очень быстро то, что мы можем сделать реально быстро в N8N, сбор всех входящих сообщений, оставив для нас возможности визуальной отладки, быстрых правок и понимание того, что здесь происходит, даже если мы не разработчики. А на Cloud Code мы оставили реальный heavy lifting. Мы хотим, чтобы генерация файлов, помещение их в соответствующие каталоги, принятие решения, что где должно лежать, располагаться, какими конкретно библиотеками пользоваться, чтобы генерировать PDF-ки и остальные файлы. Мы хотим оставлять это на откуп нейронки, которая обладает намного более полным функционалом и которая будет пытаться выполнить задачу до тех пор, пока не достигнет положительного результата. Для нас, как для людей, которые сильно болеют автоматизациями, конечно же, нужно не идти на поводу хайпа и не кричать во весь голос, что N8N умер. Нужно брать самые клевые положительные вещи отсюда и, конечно же, начинать внедрять в нашу работу Cloud Code и агентские workflows, потому что, конечно же, потенциал здесь просто безграничный. Про то, что конкретно и как можно делать в Cloud Code, даже если вы абсолютно новичок, мы будем разбираться в нашем мастер-классе, который начнет выходить в прогруппе на следующей неделе. Но мастер-класс по N8N уже на канале. Заскакивайте, проходите и внедряйте искусственный интеллект в свою работу и свою жизнь. На этом все, пока и до скорых встреч.